Писака, дверь! Док, окно прикрой чем-нибудь. Баррикадировать. Я подумал, это чтобы создать интимную атмосферу. Док, у тебя должна быть какая-нибудь дрянь вроде лазеров, ты же ученый. Да, конечно. Нормально, лазеры пойдет. Противник на севере. До машины метров 150, перебежками не получится. Можно сбивать гум катающимися черепашками, но... Вертолет! Ты говорил, у тебя здесь есть вертолет. А чё, лазеры не нужны уже? Ну и ладно. Вертолет есть, ага. Я задний винт, правда, перекрутил на газонокосилку, но это ничего, дело 3 минут. Ну, пардоньте мой испанский. К черту этот пропеллер. Всегда мечтал сделать нечто подобное. Учился бы нормально, знал бы, что без рулевого винта аппарат становится нестабилен, и тогда... Да хотя какая разница вообще? Кавабанга! Уху! Да! Ха-ха-ха! Да! Да, детка! Вот так вот! Да ты долбанутый! Серьезно, ты самый отмороженный пилот из всех, кто меня пытал. Даже я знал, что вертолет без хвоста не управляем. Как тебе без этого вообще права выдали? Какие права, ты чё? Я за эту штуку первый раз в жизни сел. Просто раз она все равно сломанная была, то какая разница? Полоумный! Наша принцесса в другом замке, придурки! Если вот на этой развилке свернуть направо, то выйдем на междугородную трассу. Мы остаемся. Что? Почему? Остаемся где? Здесь, в зоне конфликта. По уставу, через 12 часов после рассредоточения по радио сообщат о новой точке сбора. То есть, когда мы визжа улепетывали с разрушенной базы, это было рассредоточение? Оно самое. Дока я заберу с собой как источник информации, а тебя посажу гражданским. Нельзя просто разбежаться и сдать город. Не верю, что ты серьезно. От базы ни черта не осталось, армии больше нет. Есть другие части, поменьше. Есть запас, который мы уже мобилизовали. Я понимаю, что ты трус без всяких идеалов, и ни к чему не принуждаю, хоть сейчас выпрыгивай. Я хотя бы не притворяюсь супергероем после того, как 10-й час подряд убегают всего, что шевелится. Не, ну вы как девочки. Сумочкой его, сумочкой! Точно! Ты-то что молчишь, давай! Объясни этому психу, что надо сваливать и другого выбора нет. Да делайте, что хотите, мне вообще плевать. Я катаюсь. Философски. Экзистенциально. Ну все, ты достал. Останавливай машину. Пошли. Решим этот вопрос по-мужски. Огонь вообще! Ну давай, рискни. Так, первое правило у нас было снимать обувь и рубашки. Или нет, стоп, это 6-е. Здесь где-то точно должен быть попкорн. Ну что, здоровяк, танцуем? Мне яйца мешают. О, нахрен попкорн! Вискарь! Ну все, дай мне 2 раунда и поговорим. 2? А что, на нормальную драку тебя не хватит? Давай как в боксе, хотя бы 12. Да давай сразу как в Формуле 1, 60. Ща я только разберусь, где тут Джонни Кейдж. Ха! Здесь нет Кейджа. Плевать. Где Рейден? Все, заколебал. Беру Скорпиона. Нет Скорпиона. Это Сайракс. Что за фигня? Мы вообще в Mortal Kombat играем? Да, в 3-й. Блин, самая провальная часть. Выключил через 20 минут. Лучшая часть. Ты как всегда ни черта не понимаешь. Отлично, давай поговорим об этом. О чем всегда была смертельная битва? О мясе и кровище, конечно. Да не в этом смысле. Первая и вторая часть были про турнир. Поединок между мирами. Соответственно, и антураж был, и персонажи, и даже музыка. Дрались-то кто? Ниндзя, всю жизнь изучающие боевые искусства. Дрались прилично, в рамках целого чемпионата, на аренах. Ну ладно, иногда фэнтезийных аренах, но тем не менее. А здесь что нагородили?
Стали развивать бренд, и нет в этом ничего плохого. Да, первые две части склонялись к азиатской тематике со всеми этими самураями, ниндзя и богами в соломенных шляпах. Ну а теперь решили запилить американский ребрендинг. Перенесли действие в современный мир, сделали мрачнее и брутальней. Между прочим, не прогадали, третья часть стала суперхитом. И никакого фэнтези и в помине не осталось. Ну нет, осталось. Сюжет повели дальше, логичным образом. Шао Кан, босс второй части, нашел хитрый способ объявить Землю своей территорией и поработил души всех людей на планете, кроме кучки избранных. Чтобы их выследить, на Землю были высланы карательные отряды во главе с кентавром Матаро. Отсутствие всех твоих любимчиков объясняется логически. Рейден не может ничего делать, потому что бессилен на чужой территории, а Джонни Кейджа просто убили. Это отличный и достаточно детальный сюжет для файтинга. Отличная и детальная мыльная опера для мордобоя. Ты, по-моему, единственный, кто это читал. Ну, может, да плевать. Главное, что эта новая эстетика ничуть игру хуже не сделала. Получился крутой постапокалипсис, где можно было пробить противникам потолок или кинуть под поезд в метро. Подраться на крыше особняка, на улицах. Ну и фэнтезийность никуда не испарилась совсем. Главное, что персонажи теперь стали втрое разнообразнее. Роботы, индеец, больше чудищ. И это как бы нормально. Раньше одинаковых разноцветных ниндзь втыкали просто потому, что технические возможности были другие. А теперь уникальные персонажи наоборот плюс. Все равно Скорпион — символ МК. Вот для таких зануд, как ты, выпустили Ultimate MK3, где наделали кучу одинаковых баб, Рейдена вернули, Скорпиона. Только угомонись уже. Сам ты зануда. Вообще здесь баланс фиговый. Вот смотри, как я должен был сейчас блокировать? Кнопка не срабатывала просто. Это специальная фича для задротов. Вроде меня. Перепрограммированные комбо. Когда жмешь удары в определенной последовательности, то они проводятся в 2 раза быстрее и не блокируются. А еще, как ты мог заметить, некоторые из них кончаются апперкотом, который позволяет еще и еще разок такое провернуть. Жулик! Умею использовать геймплейные фичи. Ты же вот бегаешь? О да, великое нововведение. На самом деле серьезное, потому что оно здорово ребалансировало МКшные бои. Раньше выигрывал всегда тот, кто в обороне и отползает на дальний край карты, потому что его не достать и отстреливаться слишком удобно. А теперь благодаря бегу легко можно большое расстояние быстро покрыть и навалять по щам. Ладно, уговорил, это удобно. Ай, блин. Нафиг сказал вообще. За то, что сделали с Фаталити, это же сплошная радость. Добавили анималити, существование которого было чуть ли не легендой в предыдущих частях. А еще Мерси. В конце 3-го раунда можно было вернуть проигравшему капельку здоровья и подраться еще. Нет, не надейся, никакого тебе Мерси. Ладно, давай последний раунд, все. Это что вообще началось такое? Комбат-коды. Эти картинки, которые перед началом уровня переключаются, не просто так, а фича. Тоже первый раз появились в 3-й части. Выбрав правильное сочетание символов, что надо по идее делать сообща, игроки определяют какие-нибудь интересные режимы. Нефиг тыкать куда попало, можно свет выключить, время или бег бесконечным сделать. Да как так? Понял? Вот так, да! А теперь мы садимся в твой драндулет и сваливаем отсюда, потому что я победил! Нет, едем в лагерь. Да пожалуйста! Катись куда хочешь! Ты просто маньяк с немотивированной тягой к насилию! Я с места не сдвинусь! Ты как, тоже останешься с этим? Не, чё я упоролся оставаться в одиночестве без оружия посреди неведомо где. Пошли, солдатик. Черт возьми, он прав. О, второй. Достаньте, что ли, кто-нибудь веревку? Будем связывать и пытать. Зачем? Да ты посмотри, он же совсем пацан еще. Ты ж меня зря пытал, может и он неплохой. Почему зря? Мне понравилось. А ты знаешь, как двигатель превратить в сыворотку правды? В новой линейке устройств вы можете регулировать яркость освещения, и у нас появился будильник. А он противоударный? Фиг знает. Проверь. А батарейка долго держит? До 12 часов непрерывной работы и 24 в режиме разговора. Не, нафиг с ним разговаривать. Я бы хотел тебе как-то помочь, но они физически сильнее. Как известно, не суди да не судим будешь. Не угоняй мою тачку, да не будешь связан на обочине. Ты не волнуйся. Сейчас тебе немного достанется, но вообще он добрый.
Молния не бьет в одно место дважды, но когда дважды покушаются на мой хаммер... Ой-ой, достанется, похоже, за двоих. Во имя Катода, Анода и Николы Теслы. Разряд! Аккумулятор посадишь. Работает сыворотка правды-то. Чувак дело говорит. Ну офигеть, расходимся. Да, отличная идея. Пошли отсюда. Я с вами. О, мазохист. Тебе пригодится. Внимание военнослужащим! Координаты новой точки сбора 0919445. Гражданских по возможности эвакуировать. Слышь, аккумулятор, а ты гражданский? Отечественный. Протекаешь, что ли? Протечет, залатаем. А теперь налево. Нет, направо. А, все, понял, вверх. Куда, блин? Туда, блин. Вверх. Ну тут стрелочка, смотри. У тебя научная степень по физике, и ты не можешь разобраться с картой? Я ученый, а не картежник. У меня в заднем кармане GPS. Смотри, еще и получаса не прошло, а он уже полезнее тебя. Расчехляй. Меня бы сначала кто расчехлил. Эй, только без эвфемизмов, пожалуйста. Да, давайте вот без этого. Сейчас я достану из твоего кармана эту штуковину, но никто никого расчехлять не будет. По крайней мере, пока я здесь. Здравствуйте. Подождите, пока система просканирует новый транспорт. Хаммер? Серьезно? Но это же такой штамп. Так, понятно. Убирай отсюда эту дуру. Сили, проложи маршрут 09051945. Прокладываю. Время пути 36 часов. Что? Сколько? Сили, короткий маршрут, пожалуйста. Перепрокладываю. 22 минуты. Но это совершенно не живописные 22 минуты. Как-нибудь переживем. Мы с генералом через столько вместе прошли. Например? Шел 1992 год. Мы были копами, ну или почти. Входили в специальный отряд, занимающийся противотеррористической деятельностью. Ого. А говорил, что на войне не был. Нас было 4. Он главный. Стрелял из пулемета и постоянно кидался гранатами. Помню, подбирал их с убитых и швырял в следующих. Еще был Смит, снайпер. С винтовкой, как полагается, и с самонаводящимися ракетами, которые летели к ближайшему противнику. Был еще Айрон. Постоянно бегал с огнеметом, пламя которого прошибало даже стены. А еще у него было самое мощное из нас оружие – противотанковый ракетомет. А сам я занимался минированием. И что вы делали? Гоняли одного ублюдка по всему городу. Пару часов почти. По складам, кораблям. Один раз даже пришлось бежать по крылу самолета, отстреливая террористов. Не то чтобы я хотел нарушить трагичный момент, но я ученый, а у него поехала крыша. Циц! Мы убили тогда человек 600. На каждом шагу стояла куча одинаковых стреляющих солдатиков. А мы только бежали вправо, ломали стены, бочки и уворачивались от прессов. Объявляю конкурс, кто первый угадает игру. Контрафорс. Вина этому молодому человеку. За мой счет. Да угомонитесь вы. У него шок, пусть выговорится. Операции проходили и раньше, но в этот раз все было по-новому. Первый раз мы решили пойти на дело всей командой. Я могу быть сурдопереводчиком. Впервые в серии были представлены компьютерные напарники с искусственным интеллектом. Вокруг постоянно что-то взрывалось, ломалось, падало. Интерактивное окружение и разрушаемые объекты. Ну да, весело, наверное. А еще двумерную концепцию ориентирования мы порой переводили на оси X и Z, чтобы повысить боевую эффективность. Бла-бла-бла, я сошел с ума, увезите меня отсюда. Нет, там был вид сверху. Пошли вон оба! Да треснет ему чем-нибудь по башке. Контрафорс, платформер из догадайся какой серии. Скроллер достаточно простой и менее интересный, чем оригинальная контра.
А еще, по-моему, одна из первых игр, где авторы серьезно переборщили с графоном, и у приставки падал FPS. Но для серии там была куча новых штук, типа разрушаемости и разных персонажей. Кстати, персонажи серьезно отличались не только оружием, но еще и скоростью и длиной прыжка. Поэтому, например, за самого крутого с тяжелыми пушками было вообще невозможно играть, потому что он был медленной жирной скотиной, которая прыгать не умеет толком. Да знаю я. Фиговенькая была игра на самом деле. В Японии даже не вышла. Во-первых, совсем не такая сложная. Боссы вообще смешное позорище с двумя движениями. Любой со второго раза обыгрывает. Во-вторых, никакого внимания к деталям не было. Тогда именно этим игры и вывозили. Однообразные уровни, где враги могут на воздух упасть на твердую поверхность. Да ну не гони, а! Можно было даже на двигателе самолета погореть случайно. А как тебе постоянная динамика развития мизансцены? Все время идешь куда-то по пристани, лайнеру, на лодку, самолет, субмарину, а потом валишь огромного ублюдка. Это ж круто все так. Ничего особенного. И сюжет паршивый совершенно. Не, сюжеток. Ясно понятно, что он простой, но зато отыгрывался на полную. Там есть главный злодей, который опережает действия героев, есть несколько сподручных, которых нужно убить. И что стоит последний уровень, когда главгад вламывается прямо в офис, надо его гнать через все здание. Ну и фича с переключениями и смертями персонажей вообще ок работала. Я прям постоянно ролеплеил то за одного, то за другого. И процесс немного менялся в каждом случае. Пожарник этот с огнеметом бьет сквозь стены, поэтому нужно больше прятаться. А вот минер должен предугадывать действия противника, поэтому стараешься больше убегать. Ясно, что чувак с самонаводяшками самый тяжелый на подъем меньше движется. Разнообразный, клевый геймплей там был. Что? Какой геймплей? Оклемался, кажется. Поищите что-нибудь полезное в округе. 10 минут на мародерство, собираемся и уходим. Куда на этот раз? Сваливаем нахрен. Так далеко, как хватит топлива. Перегруппироваться. Все уже, никого не осталось. Война проиграна. Это место, скорее всего, закидают бомбами. Хватит с меня потерь. А как теперь твоя тяга к немотивированному насилию? Буду у машины. Тебя кто развязал? Док. А где наш бравый вояка? Сверху. Чур, тогда я сзади. Я спереди. А я за руль. Ты водить-то хоть умеешь? Все. Из-за руля ты больше не вылазишь. До ближайшего населенного пункта 1 километр. Может, остановимся? Ну там, штанцы кому-нибудь сменить, типа, а то жарко было. Угу. Сили, смени пункт назначения. Перепрокладываю. До деревни 22 часа. Слушай, у меня газонокосилка такой же глюк словила один раз. Я знаю, какой винтик надо выкрутить, сейчас все будет. Конечная точка через 4 минуты. Я здесь посижу. Посторожу тачку. Эй, док, ты так и не рассказал в прошлый раз, кто во всем этом виноват. Они. Снова пришельцы. Здесь, похоже, вся деревня. Док? Не пришельцы, зачистка. На шифте 3-го уровня, значит, все очень-очень плохо. Жители отбивались, химзащита, значит, они боятся. Здесь был выброс. Стойте, я скоро вернусь. Темнит. Да, кажется, знает что-то о случившемся. Там кто-то живой! Смотри,
Кого-то оторвали прямо на середине уровня. Ай, блин, грустно все это. Кто бы ни были эти ребята, они тут настоящее месиво устроили. Не только они. Что? А, да, вижу. Иронично. Это Postal, да? Первый, кажется. Ты знаешь? Не-а. В США как-то типа эпидемия случилась. Несколько почтальонов друг за другом с ума посходили и стали отправляться людей убивать. Даже идиома появилась — Going Postal. Вот поэтому игру о массовых убийствах и назвали почтальоном. Ай, дай хоть поиграю, посижу, пока там док улики ищет. Короче, в чем суть? Сюжета здесь как бы и нет. Просто ты выходишь из дома, а за тобой уже приехали копы. Ну и начинаешь отстреливаться, попутно убивая всех окружающих. Правда, отличие от обычных аркад такого рода, здесь надо не найти выход, а разделать 80-90% врагов на уровне и нажать F1, чтобы перебросило на следующий. Жестко. А то! В этом и была вся суть провокации. Игра именно про убийство хороших парней. Врагов куча. Копы в разной форме с разным оружием, какие-то мужики с гранатами, коктейлями Молотова и динамитом. Даже иногда полубосс с пулеметом попадается. Вот с ним говна можно поесть. Они, конечно, копы, но все-таки с оружием и атакуют тебя по умолчанию. Кроме них на уровне всегда примерно вдвое больше гражданских, в рубашках, юбочках и совершенно безобидных. Они сами лезут под пули и умирают со страшными стонами. Убивать обязательно? Нет за это ни бонусов, ничего. Но, с одной стороны, это часто получается случайно, а с другой игра сама провоцирует. На третьем, кажется, уровне есть момент, когда по улице шагает оркестр, а у тебя ракетница. Это просто прикольно. Шмальнуть в такую толпу болванчиков, чтобы их раскидало в разные стороны. Как-то не очень. Ай, ну вас, пацифистов. Я, конечно, не наш долбанутый вояка, но иногда выпустить пар бывает отлично. Тем более в игровой форме. Этим авторы и мотивировали релиз. Правда, иногда действительно становится жутковато. То есть, все слышали про вторую веселую и задорную часть, которая превращала убийство гражданских в радостный маразм. Но в оригинале все нездорово как-то. Игровое меню в каких-то коричневых тонах, играет психоделический эмбиент, а заставка к конкретному уровню — это выписка из дневников персонажа. Земля голодна, ее нужно кормить телами. Она хочет пить и ждет рек крови. Короче, лучше эту муть проматывать и весело убивать гражданских. В окно выгляни, тут уже повеселились. Да. Чё-то я забылся. Но там правда весело было. Во-первых, визуальный стиль отличный, локации нарисованы от руки очень детально и интересно. По ним бегают уродливые трехмерные модельки, правда, но это ничего. Они все равно умудряются реалистично ползать, страдать и выть. Может даже проявить добросердечность и казнить недобитого. Оружие для этого, как полагается, почти 9 кнопок. Коктейли Молотова, ракетница обычная, ракетница самонаводящаяся, дробовики, пулеметы. А начальный автомат вообще бесконечный и очень дальнобойный. То есть игра как бы не про челлендж даже, а именно про фан. Запустить очередь и смотреть, как все разбегаются от тебя, всемогущего. Пока не грохнут тебя, всемогущего. Не, если играть умно, то убивают редко. По-хорошему, у врагов в жизни чуть ли не больше, чем у тебя. И если выбегать на площадь, то расстреливают за 1,5 минуты. Но карты тут так построены, что нет никаких маршрутов. Это просто нарисованные вручную пейзажи. Городские, пригородные. Попадаются здания типа супермаркета. Или иногда нестандартные ситуации, типа хаоса и вандализма после землетрясения. Но все равно, это почти всегда лабиринты. В каждой точке можно пройти 3 путями. Чтобы выжить, нужно ходить наименее очевидными маршрутами. В этом есть даже какая-то тактика. Подкараулить, подкрасться и расстрелять, пока враг не успел обернуться и дать сдачи. В спину. Понятно. Это игра, какая разница? Главное, что так цел остаешься. Потому что аптечек на уровнях мало, патронов к нормальному оружию тоже недостаточно. И вообще управление отвратительное. Оно относительное. То есть, когда жмешь влево, человек поворачивается влево. В свое лево. И если он смотрит вниз, короче, то получается право. Это мерзко. И еще никогда не видно, в какую сторону ты стреляешь. Камера изометрическая, а прицела нет. Только еле заметные искорки попаданий. И хорошо патроны бесконечные. Потому что пока поймешь, вообще попадаешь или нет, полжизни пройдет. А повороты при этом чувствительные достаточно. И корректировать прицел неудобно.
кое-что из этого исправляется на отдельных уровнях, когда камера строго сверху, но все равно очень не очень. Поэтому лучше всего самонаводящаяся базука. Да и вообще все взрывающееся отлично заходит. Оно получается гораздо более метким. А если нужно взорвать, например, бочки из засады, то вообще идеально. Ну ты брейвик. Да ну нет, отстань. Я ведь не проецировал этого всего на реальность. К тому же наоборот, меня даже отговаривали. Для главного героя все закончится плохо. Не думаю, что это спойлер. Ты добираешься до школы и думаешь, ёперный театр, игра действительно во все тяжкие отправилась. Детей убивать! А не получается почему-то. Они как бессмертные галлюцинации героя. И ты стреляешь, а все равно проигрываешь. Заканчивается все тем, что самого чувака забрали в психушку. И к тому же, ведь подвох в том, что никто не заставляет тебя убивать гражданских. Нужно пристрелить строго определенный процент вооруженных и опасных людей. Даже больше этого процента убивать не обязательно, сразу можно прыгать на следующий этап. Как бы видишь, только хорошее, только в целях самозащиты. Ай, ну и ладно, уговорил. Если совсем совесть зажует, то можно нажать на кнопку самоубийства и устроить самоубийство. А потом все равно прыгнуть на уровень вперед. Значит, тот, кто здесь играл, мог быть долбанутым, но атаковать только агрессоров. Ага. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Стой! Стой, стой! Мы хотели помочь. Ты из местных? Пошли отсюда. Одни вон уже приходили. Всей деревне помогли. Что произошло? Это правительство? Ученые. Они эту комнату искали. Вам здесь делать нечего. Вам в 5-ю точку, в 5-ю зону к этим отродьям. Ну? Вы дверь перегородили. Ну да. Док, что-нибудь нашел? В одной из избушек я нашел потрясный самогонный аппарат, но целиком его было не унести, а когда я начал распиливать на части, то... Ясно все с тобой. Я так понимаю, что нас больше ничего не держит. Поэтому давайте просто двинем по западно-восточной трассе. О том, что здесь происходит, лучше посмотрим в новостях. У них не белый самогон, а чистейший синий получался. Я обязан сохранить аппарат для истории. Что за... Этого здесь не было. Десятый протокол. О, газонокосилка!